Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Ода монохрому и силуэтам звучала на подиуме в Милане в коллекции Max Mara осень-зима 2025-2026, представленная в рамках недели моды. В этом сезоне бессменный креативный директор бренда Ян Гриффитс нашел вдохновение в творчестве сестер Бронте. Роман Джейн Эйр, Шарлотты и готическая драма Эмили «Грозовой перевал» подтолкнули дизайнера к созданию модных образов, которые, по мнению автора, соответствуют стойкому и сильному характеру главной героини каждого из произведений. Только подано это, конечно же, в современном ключе. Как сказал Гриффитс за кулисами шоу, я просто проснулся однажды утром и захотел создать пышные юбки. Я подумал, какую историю смогу применить к этому. Настроение в романах Бронте показалось мне самым правильным. В результате, друзья, мы видим коллекцию, получившую название «Неукротимая героиня», где безупречный элегантный крой встречается с поэтической ветреной романтикой. Девушки вышли на подиум, словно ожившие персонажи старинного портрета. Загадочные, несгибаемые, но не растерявшие умение мечтать. Они уверенно шагали по фэшн-сцене в мягком свете, который пробивался будто сквозь густую туманную дымку. Это были не просто модели. Это героини своей собственной истории, вписанной Max Mara в грандиозную летопись моды. Новая линейка бренда – удивительный микс исторических отсылок и актуального прочтения классики. Широкие брюки, жакеты в стиле Спенсера и строгие костюмы тройки отсылают нас к викторианской эпохе, но в трактовке 21 века. Пышные юбки сдерживают динамизм движения. Впрочем, только на первый взгляд. Их объемность говорит о силе, а не о хрупкости силуэта. Туго затянутые пояса подчеркнули линию талии, но не агрессивно, а с тем мягким намеком, который придает образу глубину. Лично для себя отметила как большой плюс наличие у юбки карманов. Мне нравится, что новая коллекция выполнена в хорошо продуманной неяркой палитре. Она рассказывает нам свою историю через цвета. Завораживает уже первые выходы модели в благородных бордовых оттенках. Я буквально в восторге от одежды и обуви винного тона. Не менее великолепные наряды в цвете мшисто-зеленый, землисто-серый, рыже-коричневый, бежевый. Фирменный оттенок необработанного кашемира воплощает природную чистоту, а монохромные луки в черном по-особому роскошны. В заключительной части шоу, друзья, на подиуме появятся модели в нарядах из черного бархата, что схоже с финальной сценой в готическом романе, напряженной и захватывающей. Каждый силуэт здесь напоминает героиню, вышедшую из мрачного замка на фоне бушующей грозы. Бархатные юбки и брюки с высокой талией, корсетные лифы, струящиеся платья с открытыми плечами, длинные пальто умело создают эффект загадочной театральности, где гармонично сочетаются сила, утонченность и драматизм. Этот черный финал определяет символ власти и стойкости главной героини бренда. Общее впечатление усиливает взаимодействие текстур в гардеробе Max Mara, когда грубоватая основательность плотной шерсти в елочку, кожи, вельвета встречается с уютной теплотой мохера, трикотажного в рубчик полотна и мягкой овчины. Строгая архитектура кроя удачно смягчается плавностью линий, без излишней сентиментальности. Что хотелось бы сказать по итогу, друзья? От дома Max Mara публика и модные критики не ждут буйного креатива и новых технологий. Для этого в индустрии имеются в наличии иные бренды. На показе обычно гости отдыхают, рассматривая лаконичные образы, словно с витрин дорогих итальянских пассажей. Да, очень возможно, кто-нибудь скажет, что коллекция осень-зима опять получилась слишком коммерческой и лишенной дизайнерской фантазии. Однако мне нравится, что она вызывает то самое чувство, когда очень хочется обновить гардероб. Надеюсь, мои дорогие зрители, что-то из этих нарядов запало и в ваше сердечко. Поэтому вы не забудете поставить лайк, поделиться видео с друзьями и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Приятного просмотра, всем красоты, вдохновения, совершенства, пусть каждый ваш день будет наполнен теплом и солнечным настроением.